В 2013 году самолет пролетел над джунглями Кампечи и просканировал их лазером. Но этот скан делали не для поиска городов, не для археологов, не для майя. Его делали ради леса, деревьев, углерода, биомассы, мониторинга окружающей среды. А потом, 11 лет спустя, археолог открыл старые данные и увидел в них то, чего на научной карте не было. Не спутниковый снимок, не Google Earth, не секретная карта. Просто старый набор лидар данных, который ждал, пока кто-то задаст ему правильный вопрос. И этот вопрос оказался дороже многих экспедиций, потому что ответом стал археологический ландшафт, который по лидаре выглядит как крупный город майя, с пирамидальными зданиями, с площадями, с дорогой, с полем для игры в мяч, со следами того, что здесь было не просто поселение, а место с признаками политического центра. Его назвали Валериана. И самое интересное в этой истории не только то, что его нашли, а то, где он прятался все это время. Начнем с технической детали, без которой остальное не сложится. Лидар — это не камера, это лазерное сканирование. Самолет летит над лесом и отправляет вниз множество лазерных импульсов. Часть отражается от листвы, но часть проходит сквозь просветы в кронах, достигает земли и возвращается обратно. Компьютер фиксирует время отражения сигнала, вычисляет расстояние и собирает из этих точек модель рельефа. На обычной карте сплошной зеленый лес, на лидар-модели – земля под этим лесом. Именно поэтому лидар меняет археологию джунглей. Не потому, что он видит сквозь деревья как рентген, а потому что часть импульсов добирается до поверхности. И этого хватает, чтобы увидеть формы, которые с земли почти не читаются. Холмы, слишком правильные, чтобы быть случайными. Платформы, дороги, насыпи, канавы, площадки, следы человеческой планировки. Но здесь есть важный нюанс. Лидар показывает форму, только форму. Он не говорит сам по себе, кто это построил, когда и зачем. Он не заменяет раскопки, он просто показывает, здесь что-то есть. И в 2013 году этот конкретный набор данных смотрели совсем не как археологическую карту. Программа называлась Alianza MRED+. Это была инициатива, связанная с мониторингом лесов, углерода и изменения окружающей среды. Звучит далеко от майя, так и есть. Самолет над Кампечи летел не ради древних городов. Его задача была другой – просканировать лесной покров, оценить биомассу, собрать экологические данные. В итоге получилось около 122 квадратных километров лидар покрытия с высоким разрешением. Данные собрали, лес посчитали, файлы ушли в архив. И вот здесь важная деталь. Это был не секретный архив, не спрятанная карта, не запрещенный материал. Это были данные, собранные для другой задачи. И именно поэтому они стали почти идеальным тестом. Что будет, если археолог посмотрит туда, где археология не ожидала увидеть ничего крупного? Вот здесь и начинается настоящая история. Люк Олд Томас, исследователь, работающий на пересечении лидар-технологий и мезоамериканской археологии. В 2024 году в журнале Antiquity вышла его статья с авторами. Название Running Out of Empty Space. Примерно «Заканчивается пустое место». И это название само по себе звучит как вызов. Олд Томас не летел в Кампечи с новой аппаратурой. Он нашел уже существующий набор данных Alianza MRED+, собранный в 2013 году для мониторинга лесов. Затем команда переобработала исходное облако точек с параметрами, разработанными в NCALM для археологической разведки. То есть старый лесной скан начали читать как археологическую карту. А дальше началась самая медленная часть открытия. Не киношная, не с мачете в джунглях, а за экраном. Данные загружали в GIS, рельеф просматривали вручную, подозрительные формы оцифровывали, проверяли, где природный холм, а где может быть структура, где случайная неровность, а где повторяющийся архитектурный паттерн. И в блоке, который в исследовании назвали блок 2, начало появляться нечто, что не должно было быть на пустой карте. Сначала правильные холмы, потом правильные холмы, расположенные в правильном порядке, потом расстояние между ними, которые начали выглядеть как проходы и связи, потом формы, похожие на площади, а потом два монументальных ядра, расположенные примерно в 2 километрах друг от друга. Самое странное не это. Самое странное, что все это было снято еще в 2013 году. Теперь разберемся, что именно там увидели. Два монументальных ядра – это не два отдельных города и не два самостоятельных центра столицы. Без раскопок так говорить нельзя.
Правильнее, это два крупных архитектурных узла внутри одного сложного городского ландшафта. В большем из этих узлов исследователи видят признаки, характерные для политического центра майя классического периода. Закрытые площади, пирамидальные здания, платформы, поле для игры в мяч, водохранилище и широкую дорогу-связку между зонами. Такие комплексы не возникают случайно, они требуют труда, планирования, ресурсов и организации. А значит, за ними почти всегда стоит власть. Какая-то форма управления, элиты, ритуального центра или регионального влияния. Между частями комплекса видна широкая дорога. В статье она названа Broad Causeway – широкая насыпная дорога или связующий проход. В майяском контексте такие дороги часто сопоставляют с Сагбе – белыми дорогами, но здесь важно не дорисовывать лишнего. Лидар показывает форму и связь между частями города. Он не показывает нам каждый слой покрытия, каждую плиту и каждую церемонию, которая могла там проходить. Но сама идея дороги важна, потому что дорога в городе майя – это не просто путь из точки А в точку Б. Это способ связывать пространство, соединять площади, направлять движение, организовывать процессии, показывать, какие части города связаны между собой. И это уже говорит о сложной планировке. Дальше поле для игры в мяч. На рельефе угадывается структура, которую исследователи интерпретируют как ball court. Это не просто спортивный объект. В культуре майя игра в мяч была связана с ритуалом, политикой, статусом и публичной жизнью. Наличие такого поля – это маркер. Он говорит: перед нами не просто хозяйственная зона и не россыпь домов. Здесь мог быть общественный, церемониальный и политически значимый центр. И еще одна деталь, которая звучит прозаично, но для города важнее многих пирамид – водохранилище. Резервуар для воды, созданный человеком или измененный человеком. В сезонной тропической среде вода – это не фон, это основа выживания. Кто контролирует воду, тот контролирует жизнь города. Засушливый сезон, население, ритуалы, сельское хозяйство – все это упирается в способность хранить и распределять воду. То есть Валериана на Лидар выглядит не как случайная группа холмов. Она выглядит как место, где люди не просто жили, а организовывали пространство вокруг власти, движения, церемоний и воды. Но дальше история становится еще интереснее. В данных угадывается то, что исследователи осторожно называют вероятным И-групп. Это известный тип майяского архитектурного комплекса, который часто связывают с ранними церемониальными центрами. В популярной подаче такие комплексы иногда связывают с астрономическими наблюдениями, но для Валериана это сейчас не главный и не самый безопасный тезис. Главное другое. Если эта интерпретация подтвердится, вероятный И-групп может указывать на раннюю стадию основания города. Исследователи допускают, что она могла относиться к периоду до 150 года нашей эры. Но здесь нужно сделать паузу. Это пока не установленный факт. Это осторожная гипотеза по форме архитектуры. Лидар видит контур. Он не видит возраст, он не видит календарь, он не видит керамику внутри слоя. Чтобы поставить дату, нужны раскопки, стратиграфия, керамика, пробы, лабораторный анализ. На момент публикации в Antiquity в 2024 году полевой проверки этого анализа еще не было. И это важно, потому что настоящая сила этой истории не в том, чтобы сказать «все доказано». Настоящая сила в том, что наука честно показывает границу между тем, что уже видно, и тем, что еще нужно проверить. Теперь о числах, потому что числа в этой истории устроены интереснее, чем кажется. В статье Antiquity звучит цифра 6764 структуры. В официальном бюллетене ИНА, Мексиканского национального института антропологии и истории, фигурирует 6479. В материалах Университета Северной Аризоны 6674. Три разных источника, три разных числа. На первый взгляд может показаться, кто-то ошибся. Но это не обязательно ошибка и не обязательно попытка раздуть масштаб. Это нормальная ситуация для предварительного анализа Лидар, потому что даже само слово «структура» здесь требует решения. Где один аналитик видит фундамент здания, другой может увидеть природный холм. Где один проводит границу объекта, другой разделяет его на две части или вообще не включает в подсчет. И тут появляется странность. Даже число найденных структур зависит от того, где ты проводишь линию между домом, холмом и кучей камня. Поэтому в честном сценарии лучше обращаться с этим числом осторожно. Более 6500 возможных структур на рельефе. Это все равно очень много. Плотность в основной статье около 55 структур на квадратный километр.
Такая цифра говорит не о случайной деревне на краю леса, а о плотном, сложном заселенном ландшафте. Но и здесь есть осложнения. Чич Маунтс. Чич Маунтс – это каменные кучи или небольшие насыпи, которые широко встречаются в зоне покрытия Альянса. Их точная функция не ясна, и авторы статьи прямо отмечают, многие из них, вероятно, не были жилыми постройками. Но на лидар такие каменные кучи могут выглядеть похожи на маленькие домовые насыпи. Вот почему часть объектов, посчитанных как структуры, при полевой проверке может перейти в другую категорию. Это не ломает открытие, не отменяет Валериана, не делает город ошибкой, но это делает цифры предварительными. Именно поэтому авторы статьи не называют точную численность населения Валериана. Именно поэтому выражение «это доказано» здесь неправильное. Правильнее так: это видно в данных. Это интерпретировано как археологический ландшафт, это требует проверки на Земле. Настоящая наука – это не один момент открытия, это цепочка шагов. Лидар был первым. И вот здесь, примерно в середине истории, происходит поворот, который меняет то, как смотреть на всю находку. До этого момента кажется, что мы смотрим историю одного найденного города, но теперь масштаб меняется. Валериана важна не только потому, что она сама по себе впечатляет. Она важна потому, что ее нашли почти там, где археология не ожидала увидеть крупный город. И это делает ее аргументом в научном споре, который идет уже несколько лет. Споре о том, насколько мы вообще знаем, что знаем. В археологии Мезоамерики существует проблема исследовательского смещения. Многие лидар-сканирования проводились вокруг уже известных памятников. Логика понятна. Если ты хочешь получить результат, легче сканировать там, где уже есть известные руины. История, контекст и шанс на публикацию. Если сканируешь Калакмуль или Тикаль, почти наверняка найдешь что-то важное. Эти места уже известны, там есть чем сравнивать, там понятнее, что ты ищешь. Но это создает эффект зеркала. Мы видим много структур там, где много смотрим, и начинаем думать, что пустые места на карте действительно пустые. А что, если они пустые только потому, что туда не смотрели правильным способом? Валериана – это эксперимент с другой логикой. Ол Томас взял данные, которые делались не ради археологии, посмотрел на район, который в научной картине был почти пустым, и нашел большой городской ландшафт. Это не доказывает, что везде есть города, но это показывает, пустота на карте может быть пустотой нашего знания, а не пустотой Земли. Сравнение с Калакмулем возникает не случайно. Калакмуль находится в этом же большом регионе и известен как один из крупнейших политических центров майя. Поэтому соблазн огромный назвать Валериана вторым Калакмулем, новой столицей, забытым мегаполисом. Но именно здесь нужно быть точным. Авторы исследования не называют Валериана вторым по величине городом майя. Они не ставят знак равенства между Валериана и Калакмулем. Они говорят осторожнее. По плотности структур, планировке и набору архитектурных признаков Валериана выглядит как крупный городской центр с важным региональным значением. Это не умаление находки, наоборот, это делает ее сильнее, потому что честная формулировка не разрушится после первой проверки. Размер, плотность, монументальная архитектура, дороги, площади, водная инфраструктура – это уже видно в данных. А вот политическая роль, торговые связи, династическая история, имена правителей, реальные границы влияния – это еще предстоит выяснять. Одна деталь в этой истории особенно останавливает. Рядом с территорией Валериана проходит дорога, рядом есть сельскохозяйственная деятельность. Люди живут и работают в этом районе. Для местных жителей эти холмы могли быть просто частью ландшафта, частью повседневности, местом рядом с дорогой, полем, лесом, водой. А для науки это место было белым пятном. И здесь важно не попасть в старую ошибку. Нельзя говорить «никто не знал». Такая фраза звучит эффектно, но она часто несправедлива. Научная карта не единственная карта мира. У местных жителей может быть свое знание ландшафта. Они могут знать, что под холмами что-то есть. Могут иметь свои названия, истории, маршруты, память о месте. Просто это знание не всегда превращается в научную статью, координаты, карту и базу данных. Поэтому точная формулировка такая. Валериана не была известна научному сообществу как крупный археологический комплекс. Это не значит, что о ней не знал вообще никто. И эта разница важна. Что будет дальше с Валериана? Следующий шаг – полевая верификация. Это значит экспедиция, обследование, расчистка, шурфы, пробы. Нужно понять, какие реальные структуры стоят за теми формами, которые видны на рельефе. Нужна керамика, чтобы датировать слои. Нужны артефакты, чтобы понять, как жили люди. Нужно проверить гипотезу об E-групп.
Нужно подтвердить, какие объекты действительно были зданиями, а какие могут оказаться каменными кучами или природными формами. Лидар сказал: «Смотрите сюда». Но ответы все еще находятся в земле. Параллельно возникает вопрос сохранения. Памятник, который только что вошел в научное поле, нельзя просто показать на карте и забыть. Инна уже говорит о необходимости полевого обследования и коммуникации с местными сообществами, чтобы обеспечить сохранность места. И это тоже часть открытия. Найти город не значит закончить работу. Иногда это только начало ответственности. Контекст этой истории шире одного города. В 2018 году международный проект в Северной Гватемале опубликовал результаты масштабного лидар-сканирования. Больше 2000 квадратных километров и десятки тысяч выявленных структур. Эта работа сильно изменила представление о плотности населения в равнинах майя. Города оказались больше, связи между ними сложнее, инфраструктура масштабнее. Джунгли скрывали не отдельные объекты, а целые измененные человеком ландшафты. Валериана – другой регион, другой набор данных, другая история, но направление тоже. Лидар-революция в мезоамериканской археологии – это не один громкий заголовок, это процесс, который постепенно меняет сам вопрос. Раньше спрашивали, где в джунглях еще могут быть руины. Теперь приходится спрашивать иначе, какие данные уже существуют, но еще не были прочитаны археологически. И вот здесь появляется мысль, от которой становится не по себе. Данные 2013 года лежали 11 лет. Это один набор из множества данных, которые собираются ради лесного мониторинга, климатических проектов, геодезии, инфраструктуры, картографии. Где-то на сервере уже может лежать еще один такой файл. Его открывали экологи, его проверяли инженеры, его использовали для леса, климата или дорог. Но археологический вопрос ему еще никто не задал. Следующий город майя может быть найден не в момент, когда экспедиция впервые прорубает путь через джунгли, а в момент, когда исследователь открывает старые данные и вдруг понимает, эти холмы не случайны. Будущее археологии – это не только лопата, это еще и умение читать то, что уже собрано. Валериана не переписывает всю историю цивилизации майя, она не переворачивает все, что известно. Не доказывает, что в каждом пустом месте скрыт город, не отменяет десятилетия археологии. Она делает другое. Она добавляет еще один крупный центр к карте майяского мира. Еще одно свидетельство того, насколько заселенными, сложными и измененными человеком были эти джунгли. Но главное, она показывает, где находятся наши слепые пятна. Не только в лесу, в архивах, в старых файлах, в предположении, что пустое место на карте – это пустое место в реальности, в привычке смотреть туда, где мы уже ожидаем что-то найти. Иногда потерянный город не исчезает, он просто оказывается в слепой зоне наших методов. Валериана показывает именно это. Прошлое может быть уже снято, сохранено, загружено в архив, и все равно оставаться невидимым, пока кто-то не задаст данным правильный вопрос. И вопросы кончатся не скоро. Если эта история про то, как лидар и открытые данные меняют археологию, кажется вам важной, поставьте лайк. Это помогает каналу делать такие разборы чаще. И подпишитесь, если хотите следить за тем, как наука переписывает карту прошлого, иногда буквально.